Все, я вижу, я тут. Замечательно. Итак, друзья, барабанная дробь, наш третий гость, наш третий звездный гость, это Рутгер Гаррихт. Прямо сейчас. Привет! Привет. Итак, Что, приятно познакомиться. Да, меня зовут Хабиб. Рутгер Гаррихт, победитель «Голос Дети», 5-й сезон. Да, Внимание, все тебя ждали, братан, все тебя прям просили. Вот этот момент настал. спасибо, я здесь. Да, спасибо, как скромно, ну что ж такое-то. Хорошо, расскажи, как у тебя дела на карантине, чем занимаешься? Дела на карантине у меня проходят отлично. У меня появилось больше свободного времени на творчество, то есть, ну, и учеба тоже продолжается также, но как бы у меня появилось больше времени для того, чтобы, может, что-то написать, что-то изменить. И, в общем, я думаю, карантин проходит, как и у всех, дома. Я понял, ну у тебя, наверное, дистанционное обучение, да, тоже есть? Да. Хорошо, ну как вообще, справляешься с дистанционным или тяжело вот это все вот так вот, в таком режиме? Это выбешивает даже, потому что там больше времени тратится, чем просто ходить в школу. Буквально. Ну у вас уже закончились занятия, я так понимаю, уже, да? Уже все. Да, все закончилось. Слушай, ну все в комментариях пишут, как ты изменился, как ты повзрослел. А ты сам чувствуешь, что ты изменился и то, что ты повзрослел? Да, замечал иногда. Замечал, да? Хорошо, хорошо. Я рад, что ты очень такой на позитиве, это очень здорово. Смотри, на самом деле тебе очень много вопросов здесь задали под публикацией анонса эфира. Мы сейчас выберем самые интересные и ответим. А пока я буду Давай. выбирать крутые вопросы, расскажи, куда ты рванешь после карантина? Куда хочешь рвануть и куда бы ты рванул бы после отмены режима самоизоляции? После отмены режима самоизоляции, во-первых, у нас его отменили в Оренбурге. Я живу в Оренбурге сейчас на данный момент. А, уже Вот, все, да? сказали, ну, можно выходить на улицу, на прогулки чисто, но не скапливаться больше, там, 50 вроде бы человек. А если прям, ну, в общем, то я, наверное, пойду гулять. Я просто очень люблю гулять, и все. Прям, чтобы куда-то пойти, там, на речку, там, куда-нибудь в ресторан. Нет, я просто люблю гулять с друзьями, с ними общаться, так как я с ними мало провожу времени, и больше хочется воспоминаний школьных и так далее. Хорошо, смотри, вот пару вопросиков от наших дорогих подписчиков. Вопрос Мгм. от BadGit5. Рутгер, с кем бы из знаменитостей ты хотел бы встретиться в прямом эфире? И о чем бы ты спросил? Вот с кем В бы ты хотел прямом провести прямой эфире. эфир? Так, не знаю, но так как я ярый поклонник, ну как поклонник, я люблю очень довольно-таки старые вещи, допустим, как фильмы, песни и так далее. И актеров я тоже люблю старых. Но мне очень нравится творчество Михаила Боярского. Так, Вот. Я бы думаю, если бы я с ним встретился, я бы много чего у него спросил. И я думаю, это был бы для меня бесценным опытом. например, ну, один вопросик самый, который бы ты вот хотел бы спросить. Нет, я, ну, конечно, много, довольно-таки, ну, как бы чуть-чуть знаю на этот ответ, но мне бы и интересно было бы, как он бы перевоплощается полностью, вот, допустим, в своем кинофильмах и так далее, в актерской деятельности, как бы перевоплощается полностью в свою роль. Для меня это очень... Вопрос о перевоплощении. Хорошо, ну, кстати, Да. очень интересный вопрос. Смотри, вот все спрашивают, Рутгер, когда же в Москву, когда произойдет это событие? В Москву? Да. Я думаю, я здесь закончу школу, и просто сразу с 9 класса просто уеду в Москву. Я хочу поступать, ну, дальше продолжать творческую деятельность, и поступлю, наверное, в театр Табакова. Так как мне, во-первых, я вообще прошлой осенью снимался в кино, мне это очень понравилось, и я тогда уже точно решил, что свою жизнь я свяжу с кино и буду актером. Ну, я, конечно же, буду продолжать петь и играть на скрипке, там, на остальных инструментах. Мне это все привлекает. Но по кино ты тоже очень хорошо прям так заряжен, да? Хочешь все-таки попасть Да. в эту сферу. Хорошо, дай бог, чтобы так все и получилось. Смотри, вот пишет Александра, да, 2114. Рутгер, мы часто видим тебя на сцене и дома. А как ты ведешь себя в школе и на перемене? В школе я веду себя... Какой ты, расскажи. Вообще, вы видите меня довольно скромным человеком. На самом деле я человек, ну, не хулиган прям, но шебутной человек. Я люблю повеселиться. Но таких вот прям плохих поступков я не делаю. Я все равно за справедливость.
В общем, я довольно-таки веселый человек. Я думаю, все, кто со мной познакомится, им будет интересно со мной общаться. Хорошо, ну ты такой порядочный хулиган, да? Да. Окей, окей, круто. Смотри, какой предмет в школе тебе дается труднее всего? Вот что вот прям не прет, и ты такой... Ну, как сказать, не прет. Ну, на самом деле, предмет, если его выучишь, ты его спокойно сдашь. Но это же все еще от человека зависит, которому ты сдаешь. Вот только если в этом случае, ну, это, наверное, будет ОБЖ. Как бы Да это ни ладно. звучало. Это ОБЖ. Да, это на самом деле очень легкий предмет, где выкладываешь, ну, как учителю выкладываешь всю тему. Ну, что-то неправильно сказал. Все. Но на самом деле здесь есть доля правды, потому что ОБЖ это очень важный предмет. На самом деле. Хорошо, ребят, я никогда не подумал, что я буду с Рутгером говорить про ОБЖ. Ну ладно, это прямой эфир, иммузоляция, друзья. Все просто. У нас и тут и Мурена была уже, и все было, короче, нормально. И ОБЖ. Расскажи, пожалуйста, Оренбург, да? Ты живешь в Оренбурге. Расскажи про город, есть ли любимые места? Так, вкратце. Город у нас очень зеленый, все выглядит насыщенно и ярко. Любимые места, я думаю, то, что самое любимое мое место это мост на Урале. Он, то есть, пересекает Европу и Азию. То есть, вот, допустим, я живу в Европе, у меня дом находится в Европе, а вот дача у меня уже на Азии. Это очень интересно было для меня, когда особенно маленький был. Хорошо, ну ты живешь в Европе, да? Да. Мы за тебя очень рады. Вот, европеец, пожалуйста. Хорошо. Ну, грех, конечно, не спросить тебя про «Голос Дети 5». Расскажи, как изменилась твоя жизнь и быстро ли прошла какая-то некая популярность, или все-таки сейчас это тоже все есть? Расскажи. Ну, голос довольно-таки быстро я стрельнул, как бы в плане, до этого у меня не было, ну, то есть подписчиков, а просто вот в день, когда меня показали по телевизору, я сразу почувствовал вес людей, которые на меня смотрят. Именно это было не когда я выступал, а когда я увидел себя с телевизора, когда мне в телефон постоянно приходили сообщения. Вот, сейчас это происходит довольно-таки уже привычно, и я считаю, что я пока что справляюсь с публикой и стараюсь их радовать. А жизнь как изменилась? Ну, обязанностей больше стало. Я и так был довольно-таки занятый человек. Я ходил на танцы, на скрипку, на гимнастику, в музыкальной школе учился еще. Ну, и теперь мне еще приходится выступать. Ну, как приходится, мне это нравится. Приходится выступать и выступать. Хорошо. Вот смотрел ли ты вот новый сезон, да, «Голоса»? За кого болел, честно? Я так скажу, то, что когда я был на «Голосе», всякое желание соперничества, оно пропадает, потому что ты очень становишься дружелюбным ко всем, ты со всеми дружишься, там очень дружеская атмосфера, и на самом деле я не болел ни за кого, я просто хотел, чтобы каждый добился на «Голосе» того, чего он хотел. Вот это была моя точка зрения. То есть ты сейчас никого, имена мы не услышим, кого ты выделяешь, да? Нет. Ах, ты Все были довольны-таки. какой хитрый. Окей, смотри, если у тебя животные. Ой, у меня раньше был зоопарк. Ну, конечно, зоопарк, он немного у меня утих. Сейчас у меня просто кошка-кот, вроде бы ящерица и паук. Я полз спасти, не паук, я его взял в банку, засунул, теперь у меня там живет. В банке? А, еще рыбы есть, да, в аквариуме. Рыбки? Ну, нормально, слушай, много всего интересного на самом да, деле. Да, еще есть перепелка. Перепелка? Перепелка. Тоже в банке с пауком или нет? А? Тоже в банке с пауком или нет? Не, яйца несет, кстати, перепелиные. Серьезно? Да, как серьезно. ты в пищу употребляешь их? Конечно. Нормально там у тебя. Это уже, братан, не зоопарк, это ферма, братан. Да, скорее всего. Алло. Замечательно. Ну, про животных поговорили. Вообще, в каких социальных сетях, помимо Инстаграма, где ты еще есть вообще? Где ты есть? Я есть ВКонтакте и в Инстаграме. Если можно YouTube назвать социальной сетью, хотя, наверное, нельзя, то я есть еще в Ютубе. В YouTube, наверное, что знаешь? Ну, канал активничает или так, чисто... Активно, да. Я выкладываю туда
иногда видео, как я куда-то езжу, ну, как влог, можно сказать. Иногда, ну, как больше, чаще всего я выкладываю свои выступления, записи, кавера даже. И, кстати, недавно у меня, я записал, ну, вот на карантине даже я записал цикл военных песен, Так, 9 мая. И, ну, как я думал, пора будет, там, бессмертный полк, все такое, я подготовился. Но на самом деле мы и так вышли на балкон, пели их все вместе. Думаю, все прошло довольно-таки торжественно, и я выпустил цикл песен военных. Вот. И он у круто. меня сидит в Ютубе, и в Инстаграме, и в ВК. Если кому интересно, можете послушать. А как на Ютубе, как называется канал? Рутгер Гарев просто на русском. Все, ребят, кто хочет послушать военные песни в исполнении Рутгерта, обязательно заходите в ютубчик, ищите, смотрите, и обязательно подписывайтесь, кстати, на Инстаграм. Вот сегодня всех призываю, ребят, подписываться на Инстаграм наших дорогих гостей. Вот кружочек здесь. Обязательно подпишитесь. Интересный, классный парень. Я думаю, что есть люди, которые не подписаны. Обязательно подписывайтесь и следите за творчеством нашего гостя. Слушай, у нас еще есть время, но я, знаешь, как хочу сделать? Я хочу, чтобы ты нам сейчас что-нибудь спел. Это же возможно? Ну да, конечно. Ну, и как я говорил про цикл песен, я могу спеть одну песню военную. Давай, военную. Как раз у нас недавно был День Великой Победы. Я думаю, что это прям очень будет круто. Поэтому все, внимание тебе. Хорошо? Я молчу. От героев былых времен не осталось порой имен. Крестный бой стали просто землей, травой. Только гордая доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь над завешенной одним мы люди храним. Посмотри на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Он застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто впереди поднимался как один, те, кто брал без России такой, где мне память быть свой герой. И глаза молодых солдат фотографии увядших глядят. Этот взгляд словно бывший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть. Браво, Да. просто аплодисменты Спасибо. тебе, Рутгер. Спасибо большое. Замечательная просто песня, замечательное исполнение. Спасибо Спасибо тебе большое. большое. У нас еще есть время, конечно же. Мы сейчас еще тебе зададим парочку вопросов от наших Да. дорогих зрителей, которые оставляли свои вопросы под постом об анонсе прямого эфира. Расскажи, вот смотри, вот такой вопросик. Если бы у тебя была возможность задать вопрос президенту, что бы ты у него спросил? Президенту? Когда закончится самоизоляция, да? Ну, это вообще вопрос времени, когда закончится самоизоляция. Но президента я бы спросил, довольно-таки очень тяжелый вопрос. Над ним нужно подрассуждать. Но я думаю... Ладно, если нет вариантов, как бы... Есть вариант. Вопрос, даже я бы на него не знал, как ответить.
Вот, я бы спросил, я думаю, это всех водителей волнующий вопрос, я думаю, ты уже догадываешься, когда починят дороги уже. Я думаю, на самом деле, да, когда едешь, тебя трясет, вот особенно сзади все время. Вот. Ну, ничего поинтереснее я, наверное, не придумаю уже. Супер, замечательно, замечательный вопрос, на самом деле, всегда актуальный, тем более у Мгм. нас. А, Расскажи, вот вопрос от Дарья. Скажи, планируешь ли ты развиваться в плане того, чтобы давать концерты, сольные концерты, уточняю, зрителям? Да, я планирую давать сольные концерты зрителям. Правда, это вопрос тоже времени. Я думаю, то, что когда я выпущу альбом и еще, наверное, несколько песен, я уже смогу давать сольный концерт для того, чтобы зрителям было что слушать. Пока что я думаю, пока что у меня 3 авторские песни, но я активно работаю над тем, чтобы создавать новые песни. А давно выходила авторская песня, если не секрет? Довольно-таки давно, на самом деле, не помню когда, но в прошлом году. То есть пора, брат, Пора. пора. Нет пока Не планов переживайте, в этом году точно выйдет. выйдет ждать, да? Конечно. Слушай, ну тогда у нас еще есть время. Я думаю, что всем тоже хочется, чтобы ты что-то еще для нас исполнил. Это реально? Так, исполнить что-то. Можно что-то акапельно. Допустим, вот смотри, у тебя по-любому есть своя коронная песня, которую ты исполнял на проекте «Голос, дети», 100%, которая была самая знаковая. Может быть, какой-нибудь припевчик или куплет-припев. Можно акапельно, можно без минусовки. Я думаю, прекрасно послушать и без музыки твой голос. Прямо с голосом, может быть, да? Да, можно. Можешь что-то свое. Короче, полностью тебе доверяю. Ну, тогда капельно. Давай. Как за меня матушка все просила Бога, все поклоны била, целовала крест, а сыночку выпала, ой, дальняя дорога, хлопоты бубновые, пиковый интерес. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто меня куда влекет по белу свету? И где награда для меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу, журавль по небу летит. Супер, там даже аплодисменты за кадром просто. Смотри, пока ты пел песню, на самом деле очень много комментариев про смуглянку я заметил. Может быть, все-таки смуглянку еще фрагментик, давай. Ну, давайте припев свое тогда. Давай. Раскудрявый, клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Супер, просто, я не знаю, это очень-очень-очень круто. Видно, что поешь с душой, прям связки, прям тут все вот так вот. Замечательно, замечательно, просто Ругер, красава, красава. Смотри, у нас осталось буквально 3 минутки. Ты можешь прямо сейчас поблагодарить наших всех зрителей нашего прямого эфира, сказать какие-нибудь хорошие напутствия, может пожелать что-то, пока идет режим самоизоляции. В общем, все, что хочешь, все скажи. Без проблем. В общем, все, кто собрались сегодня посмотреть на меня, на предыдущих певцов, можно даже сказать. Вот, огромное вам спасибо, что вы собрались. И напутствие, как ты сказал, сохраняйте режим самоизоляции для того, чтобы он прошел быстрее. И, кстати, да, я немножечко спешу. У меня сейчас просто будет прямой эфир свой личный. Ну, правда, на странице ВКонтакте. Я воспользуюсь моментом, да? Конечно. Кому интересно, можете переходить ко мне на страницу ВКонтакте и присоединяться к моему прямому эфиру. Ребята, прямо сейчас прямой эфир, где, на твоей страничке ВКонтакте, да? Да. Страничка так и называется, одноименно, да? Присоединяйтесь, ты там нам тоже споешь что-нибудь, да, зрителям? Постараюсь, что-нибудь спою, да.
Вот, ребята, кто хочет продолжение, пожалуйста, вот ВКонтакте все заходите, подписывайтесь, добавляйтесь в друзья. Рутгер сделает для вас прямой эфир еще один, уже без меня, конечно, но я думаю, что там будет просто жаришка, поэтому обязательно подписывайтесь на его Инстаграм, на его контакт, на его YouTube канал. У нас осталась буквально минутка. Я хочу тебе сказать большое спасибо, что вышел с нами в прямой эфир. Вопросики уже, наверное, не будем задавать, потому что уже просто не успеем. Реально очень солнечный человек, заряжаешь прям позитивом, очень хороший у тебя репертуар, военные песни, но это просто, я думаю, что не каждый... Кстати, сколько тебе лет? Мне 14 лет. Не каждый в 14 лет будет петь так военные песни. Это 100%, поверь, я знаком со многими детьми 14-летними, они точно так не поют военные песни, вообще они, может быть, даже их не знают, а вот, пожалуйста, представитель молодежи, который так яро все это делает. Круто, бро, мне очень было приятно с тобой познакомиться. Мне тоже было Спасибо приятно. тебе большое, ты очень крутой, желаю тебе успехов, чтобы все у тебя получилось, и мы ждем авторскую песню, давай уже скорее. Хорошо, спасибо большое тебе за приглашение. Было приятно тоже с тобой познакомиться и пообщаться. Все, бро, я рад был тебя видеть. Хорошего тебе вечера. Пока-пока. Пока. Пока. Ну что, друзья, это был Рутгер, победитель 5-го сезона «Голос дети». А у нас осталось буквально 5 секунд. Всем большое спасибо. Для вас вещал Хабиб. До новых встреч. Всем пока.